Вы слушаете Russian Flow, подкаст для тех, кто учит русский язык. Всем привет, с вами подкаст Russian Flow. Меня зовут Лёша. Сегодня у нас на повестке дня очень интересная и даже немного загадочная тема. Мы будем говорить о русских суевериях. Но для начала давайте разберемся, что такое суеверие. Суеверие – это иррациональная вера во что-то. Например, вера в то, что черная кошка приносит неудачу, или что нужно постучать по дереву, чтобы не сглазить. По-русски это слово происходит от слов «суе», что значит «напрасно», и «вера», то есть «напрасная вера». Но, конечно, многие люди в них по-прежнему верят. Сегодня я расскажу вам о самых популярных русских суевериях. Мы узнаем, откуда они появились и что они значат. Готовы? Тогда поехали! Давайте начнем с самого, наверное, известного суеверия. Если свистеть дома, то не будет денег. Слышали про такое? Свистеть – это издавать высокий звук губами. Вот так. Согласно суеверию, если ты свистишь в помещении, особенно дома, то ты свистишь все свои деньги. То есть будешь бедным. Раньше люди думали, что свист – это язык нечистой силы, чертей. А еще моряки верили, что свист вызывает сильный ветер и шторм. Конечно, дома нет никакого шторма, но денежный ветер может унести все ваши финансы. Так что, если вы в гостях у русских друзей, лучше не свистите. Хозяева могут попросить вас остановиться. Следующее суеверие связано с дорогой. Когда русский человек куда-то едет или улетает, он всегда перед выходом из дома присаживается на дорожку. Присаживаться значит ненадолго сесть. Все собираются у выхода, уже одеты, но на 1 минуту все молча почему-то садятся. Можно на диван, на стул или даже на сам чемодан. Считается, что это помогает обмануть злых духов. Духи видят, что люди готовы к путешествию и хотят им навредить. А если люди вдруг садятся, значит, они никуда не едут. Вот такая вот логика. То есть духи теряют интерес и уходят. А еще это просто хорошая пауза, чтобы проверить, взят ли паспорт, выключен ли утюг. Так что это суеверие очень-очень практичное. Теперь поговорим о вещах, которые забыли. Например, вы уже вышли из дома и вдруг вспомнили, что что-то забыли. Например, телефон или документы. Нужно обязательно посмотреться в зеркало. Вернуться, зайти в дом, подойти к зеркалу и посмотреть на свое отражение. Еще можно сказать «привет». Считается, что когда вы заходите, когда вы выходите, вы настроены на путь. Возвращение ломает эту настройку, а зеркало помогает обнулить эффект, показать вам того же человека, но с новыми намерениями. Если этого не сделать, дорога может быть неудачной. Также существует очень красивое суеверие про падающую звезду. Если ночью вы увидите, как звезда падает, на самом деле это не звезда, а метеор, нужно быстро загадать желание и никому не говорить о нем. Желание тогда обязательно сбудется. Принято считать, что падающая звезда – это редкое и магическое явление. Вы как бы ловите момент и отправляете свою просьбу прямо во Вселенную. Теперь несколько бытовых суеверий.
Они связаны с домом и повседневной жизнью. Первое. Нельзя передавать что-то через порог. Порог – это доска или камень под дверью, граница между домом и улицей. То есть через порог нельзя не только передавать вещи, но и разговаривать, здороваться за руку или даже целоваться. Считается, что порог – это своеобразная граница между миром живых, дом, и миром мертвых, вне дома. А еще, кстати, под порогом раньше хоронили прах предков для защиты дома. Поэтому передача через порог нарушает эту границу и может принести ссору или беду. Так что, если вам передают посылку или деньги, лучше зайти внутрь, либо можно выйти полностью, там уже забрать посылку или деньги. Второе суеверие. Нельзя дарить часы близким людям, особенно на день рождения. Потому что часы отсчитывают время. Такой подарок как будто говорит: твое время кончается. И часы на день рождения – это символ расставания или даже смерти. Если же вы все-таки получили в подарок часы, нужно откупиться. То есть дать дарителю какую-нибудь монетку символическую в 1 рубль или в 1 евро, что у вас там в кармане есть. Тогда это будет уже не подарок, а покупка. И плохого смысла в этом не будет. Ну и напоследок еще одно суеверие, наверное, самое знаменитое, про черную кошку. Если черная кошка переходит вам дорогу, это к неудаче. Что тогда делать? Есть несколько вариантов. Первый – подождать, пока кто-то другой пройдет по этому месту. Второй – пойти другой дорогой. Третий, самый популярный – взяться за пуговицу на одежде и держать ее, пока вы не пройдете это место. Ну или можно просто плюнуть 3 раза через левое плечо и сказать «чур меня». Кстати, почему именно левое плечо? Потому что слева, по поверьям, стоит ангел-искуситель или черт, который нашептывает плохие мысли. Поэтому плевок – это способ его отогнать. Не очень культурно, но суеверие есть суеверие. Хорошо, мы разобрали несколько самых распространенных суеверий, и у вас наверняка появился вопрос. А почему в России так много суеверий? Почему русские такой суеверный народ? Это вот очень интересный вопрос, и он связан с историей и менталитетом. Первая причина – история. Россия очень большая страна. Раньше люди жили в деревнях далеко друг от друга. Жизнь была трудной и непредсказуемой. Холодные зимы, неожиданные болезни, плохой урожай. Люди не могли все контролировать. И суеверия давали чувство контроля. Если сделать определенный ритуал, например, присесть на дорожку или не свистеть дома, то кажется, что ты можешь повлиять на будущее. Это как инструкция, как жить в сложном мире. Вторая причина – религия и язычество. Очень давно, до христианства, на Руси было язычество. Люди верили в духов. Духов леса, духов дома, духов воды. Эти духи живут везде. В доме, на пороге, на дороге. Многие суеверия – это как раз разговор с этими духами. Не свисти дома, разозлишь домового, духа дома. Не передавай вещи через порог. Это территория другого духа. Позже пришло христианство, но старые языческие верования, они не исчезли, они смешались. Поэтому в русской культуре есть и церковь, и домовой. Это прям вот уникальный русский микс. Третья причина – коллективный опыт. Суеверия передаются в семье. Бабушка говорит маме: не возвращайся, если что-то забыла, а то будет неудача. Мама говорит дочери. И это становится семейной традицией, даже если люди уже не верят в никаких духов. Люди делают так на всякий случай, чтобы не сглазить, потому что так принято.
И это создает чувство общности, связь между поколениями. Так что русская суеверность – это не просто страх, это культурный код, смесь истории, древних верований и желания найти логику в хаотичном мире. Итак, сегодня мы с вами прошлись по сложному маршруту русских суеверий. И что же мы с вами узнали? А узнали мы то, что суеверия – это не просто набор странных правил, это живой слой культуры, ее ДНК. Каждое нельзя или нужно – это зашифрованное послание из прошлого. Послание о том, как наши предки договаривались с миром, который был полон неизвестности. С суровой природой, с болезнями или с дальней дорогой, неважно. С чем-то, что было полно неизвестности. Суеверия были их картой и инструкцией по выживанию. В современном мире, где у нас есть и наука, и технологии, эти инструкции, казалось бы, потеряли свой смысл, они устарели. Но в этом есть и главный парадокс. Мы продолжаем присаживаться на дорожку или стучать по дереву не потому, что мы боимся духов, а потому что это вошло в плоть и кровь нашей бытовой культуры. Поэтому, если вы в России случайно нарушите какое-то суеверие, не волнуйтесь, это не фопа, как говорят французы, наоборот. Это прекрасный повод для разговора, для шутки. Так что воспринимайте русские суеверия не как запреты, а как дверцы в русскую душу. За каждой история, за каждой народная мудрость, даже немножко магии и, конечно, желание сделать жизнь, пусть даже в мелочах, более предсказуемой и доброй. А теперь ваше задание. Попробуйте в ближайшие дни заметить, а есть ли похожее суеверие в вашей культуре? Может быть, у вас тоже нельзя свистеть дома или передавать вещи через порог? Напишите об этом в комментариях, и, как всегда, в конце мы разберем несколько сложных фраз и выражений в бонусной части. Поэтому спасибо, что дослушали до этого момента, а мы переходим к бонусу. Итак, друзья, прежде чем мы попрощаемся, ваш языковой бонус. Разберем несколько слов из сегодняшнего выпуска, которые могут вызвать у вас трудности. Поехали. В самом начале подкаста я сказал, что суеверие – это иррациональная вера. Иррациональная значит, что это вера без всяких логических доказательств, против разума. Нельзя научно доказать, что черная кошка приносит неудачу. Это иррациональное убеждение. И вот такой пример из жизни. У меня есть иррациональный страх перед пауками. То есть это страх не из-за реальной опасности, а без явной причины. Также я употребил такое выражение, как «сглазить». Оно значит навредить кому-то или чему-то даже силой взгляда, а может быть и слова, часто нечаянно от избытка восхищения или зависти. Поэтому не сглазить – это защитное действие. Сделать что-то, постучать по дереву, сплюнуть, сказать «чур меня», чтобы этими самыми словами или мыслями не испортить удачу. Например, я не буду хвастаться своей новой работой вслух, чтобы не сглазить. То есть, чтобы своими же словами не навлечь на нее проблемы, я не буду про нее говорить. Часто еще говорят про себя почти шепотом, после того, как сказали что-то хорошее о будущем, что-то в духе тьфу-тьфу-тьфу, лишь бы не сгладить, и в конце, конечно, стучат по дереву. Поэтому не забываем стучать по дереву и 3 раза плеваться. В суеверии про порог я упомянул слово «прах». В современном языке у него 2 основных значения. Первое – это пыль, какие-то мелкие частицы, например, дорожная пыль, дорожный прах. Второе и ключевое здесь значение – это останки умершего человека после кремации, пепел,
страшно. Я упомянул, что под порогом раньше хранили прах предков, то есть закапывали символический пепел или что-то связанное с умершими родственниками для защиты дома. И это объясняет, почему порог считался такой священной и опасной границей. Это была своеобразная символическая могила. И последнее выражение «чур-меня». Что оно значит? Это древнее заклинание оберег. Слово «чур» или «щур» — это, по поверьям, дух-хранитель рода, предок, охраняющий границы. Поэтому фраза «чур меня» означает призыв на помощь этого духа. Это все равно, что сказать «предок, защити, это мое, не тронь». Поэтому при встрече с черной кошкой говорят «чур меня», чтобы отогнать потенциальную неудачу, поставив между собой и этой неудачей магическую защиту. Вот такие пироги. Надеюсь, этот бонус, как и этот эпизод, был полезен. Спасибо, что были со мной. Желаю вам удачи и, конечно, чтобы черная кошка вам никогда не переходила дорогу. До следующей недели. Пока.